Хей, всем, друзья! Это кино будет про шпатлевку, полностью шпатлевание под грунт. Значит, в предыдущей части я завалил все стекловолокном, теперь мне нужно это стекловолокно подготовить под шпатлевку. 80-ки у меня нет под рукой, поэтому берем сотку на машинке, расчухиваем все вот такие вот моменты, которые не приклеились, плюс такие воздушные пузырики, счищаем все горбы, пузыри. Короче, делаем более-менее приемлемую поверхность для шпатлевания. Дверь у меня снятая. Потому что надо сделать вот тут надо это все дело зашпатлевать. С дверью это делать все ни хера неудобно, поэтому вначале я начну этот момент сделаю, вышпатлю, все затру, потом накидываем дверь, чтобы у меня было к чему плясать. Потому что, допустим, вот эту вот, ну так скажем, типа как полочку, да, блин, ее если высоко поднять, дверь будет в нее упираться и тереться. Это херня. Поэтому заканчиваем с этим, вешаем дверь и арку уже будем плясать под дверь, так же как и с той стороны. Под шпатлевку шпатлевать на 80-ку, на сотку это будет говно. На 120 первичную шпатлю еще в принципе можно накинуть. Только я не уверен, что у меня есть 120, поэтому я буду, наверное, кидать на 150-ку. Но это ладно, сейчас вначале сотка, зачухиваем, там дальше покажу, что будет. Хочу сказать, что да, блин, оно трет, но это очень-очень долго, поэтому лучше всего, наверное, я сейчас возьму болгарку, лепестковый круг, позабиваю такие вот моменты, такую вот херню, позбиваю жесткие нарости какие-то, и там будет видно. Это я, наверное, вам уже показывать не буду, особого смысла нет. Потом машинкой, соткой доводим как бы с большего, и потом я покажу, значит, что у меня получилось по итогу. Дверь я подкинул, там, соответственно, уже все зашпатлевано, затерто. Ну, более-менее, как получилось, так получилось. Там один хер ни черта не видно, поэтому там я особо не буду запариваться. Мне как бы главное было убрать эти трещины. Да и все. Значит, смотрим теперь. Закрываем дверь и любуемся нашим зазором. Тут чуть-чуть я поднаращу совсем капелюшку. Но выбивается одна тут часть, вот этот вот горб. Если смотреть вот здесь зазор и вот здесь, то вот в этом примерно диапазоне, ну-ка в фокусе, вот в этом примерно диапазоне, оно как бы... Много, короче, тут получается эпоксидки этой. Даже не в этом диапазоне, а там, где от начала, там, где я начинал клеить, ну, примерно вот до сих пор. Значит, отсюда до сюда. Сейчас болгарочкой еще я тут подсниму лепестковым кругом, и тогда уже можно будет начинать шпатлевание. Так, тут я дальше расчухался 150-кой, все полностью пробежался 150-кой. Ну и все, значит, остается у нас подснять этот горб болгарой и начинаем шпатлевать. Как правило, шпатлевание начинается с первичной шпатлевки. Так же, как и грунты, у шпатлевок есть первичные, вторичные и финишные. Значит, первичными шпатлевками являются фибер шпатли, они идут со стекловолокном. Вот тут написано шпатлевка со стекловолокном. Представляет она из себя вот такую вот жижу. Это обычная шпатля, обычный наполнитель с такой волосней. Она предназначена для первых слоев, для наращивания. Если нам нужно где-то нарастить там полсантиметра, сантиметр это уже, конечно, дичь. Но, короче, можно там и сантиметра 2 и 3 нарастить. Предназначена для заваливания таких грубых косяков, потому что если вы возьмете обычную шпатлю без стекловолокна желтую, то да, в базара 0 вы ее нанесете, как бы все будет нормально, но может быть такой вариант, что в таких вот, как бы прям вмятинах, косяках таких жестких, она может потом там со временем треснуть, потому что она не имеет такой прочности, как вот эта шпатля. Я считаю так, лично как бы мое мнение, 80% делается этой шпатлевкой, все остальное доводится, ну пусть там не 80, пусть 70% делается шпатлевкой со стекловолокном, остальное докидывается уже шпатлей без стекловолокна, ну и грунт. Открывая новую банку, вы видите вот такую вот, ну, типа выделившуюся смолу. Ее нужно обязательно перемешать с самой шпатлевкой, чтобы это была однородная консистенция. Иначе хрен она у вас застынет. Так, после размешивания у вас должна быть вот такая вот однородная масса, без всяких выделений этой смолы. Все хорошо перемешано, теперь шпатлевкой можно работать. Так, все, разводим. Сейчас я покажу концентрацию разводить, как разводить так, чтобы мы не переборщили с отвердосом, потому что если вы перебарщиваете с отвердителем, у вас потом этот пигмент, где он, где этот отвердитель, у вас потом вот этот пигмент, который находится здесь, он вытягивает цвет из краски, казалось бы, да? Вы зашпатлевали, потом нанесли грунт затерли, как бы по идее грунт должен был заизолировать шпатлевку, но хер там. Вы потом, допустим, здесь, если я вот так вот буду шпатлеваться, тут у меня вообще будет краситься акрил, но если вы красите базу лак, на белом это, наверное, не особо будет видно, но если там, допустим, синий или зеленый цвет, у вас, если вы добавляете больше, там, допустим, 7% отвердоса добавили, 5%, оно уже будет видно. То есть у вас будут краска, она будет тусклее. То есть вот этот пигмент, который находится в отвердителе, он ее забирает и цвет теряется.
было бы такое, как белесое пятно. Поэтому с отвердителем лучше не перебарщивать. Так, ну вот, допустим, вы взяли какой-то объем шпатлевки. Нам нужно добавить 3% вот этого красного парня. Во-первых, перед тем, как его добавлять, его нужно пожамкать. Потому что он там тоже, понятное дело, состоит не из одного компонента, а из нескольких. И чтобы эти все компоненты перемешались, их нужно перемешать. Поэтому жамкаем. Так, пожамкали, допустим. Хорошо, есть. 3%. Как вот это вот у нас получается 100%. Делим пополам. Это у нас получается уже 50%. Еще пополам разделили. 25%. Разделили. Убрали. 12,5. Это 6. Еще раз разделили. Вот это вот такую вот гульку вам нужно добавить сюда отвердителя на весь этот объем. Примерненько такую херню навалили сюда отвердоса. И все это дело сейчас нужно перемешать между собой. Как вы это будете делать, перемешивать? На самом деле без разницы. Там ходят какие-то легенды, что надо мешать как-то определенным способом, чтобы при замешивании шпатлевки у вас в нее не попал воздух. На самом деле все это херня. Все зависит от того, как вы будете ее наносить. Даже если получилось так, что при замешивании воздуха у вас шпатлевки нет, но вы наносите ее как, неправильно, в общем, скажем, наносите, у вас может быть воздух образоваться в шпатлевке именно уже при нанесении. Двигаемся дальше. Дальше у нас получается первый слой всего этого шпатлевания. Что мы делаем? Мы не наносим сразу же толщину, которая нам нужна. Мы стараемся завалить. Сейчас. Мы стараемся завалить все ямки, все вмятины. Вот такие поры, прям туда ее вот так вдавливаем. Вообще шпатлевка наносится именно таким методом. Вы прям ее должны туда вдавливать в поверхность, чтобы она залезла во все порки. Только тогда это считается правильным шпатлеванием, у вас не будет там никаких воздушных пузырей, шпатля у вас нанесена верно, и она не лопнет, вы будете в этом полностью уверены. Первый слой, он такой вот именно, проходимся только по самым таким жестким косякам, а потом уже вторым-третьим слоем можно наращивать толщину. Понятное дело, перед тем, как шпатлевать, мы поверхность все обезжирили. Все, что вы делаете с машиной, будь то шпатлевание, будь то грунтование, обязательно вначале мы все это дело обезжириваем. Ну и в итоге, такой шмакалок у меня остался. Это на самом деле очень много. Но видите, я тут вам пока еще рассказал, что там делать. У меня шпатлевка просто стояла, поэтому я уже не успел. Она уже, она еще такая мягенькая, но наносить уже ее никуда нельзя. Я успел помыть шпателя, прошло минуты 2-3 после того, как я ее нанес. В принципе, уже она чутка подсохла. Такие вот коржи, их нужно поубирать сейчас. Берем тот же шпатель и аккуратненько все это дело подрубливаем. Вот таким макаром, если делать, вы, в принципе, это в идеале, конечно, но вряд ли такое получится. Это надо, не знаю, там не один, наверное, год, даже не один десяток лет, наверное, этим заниматься, именно вот шпатлеванием, чтобы довести свое мастерство до такого уровня, что тереть шпатлевку только один раз перед грунтом. То есть вы аккуратненько ее нанесли тоненьким слоем, он чуть-чуть подсох, вы сразу же подбили там какие-то такие вот нарости. Затем сразу же по мокрому, я сейчас так и буду делать, сразу же по мокрому буду шпатлевать, не ждать, пока она полностью высохнет. Потом бери наждачку, затирай ее, нехер делать. Это очень геморройная, как по мне, история. Поэтому вот так подбили эти коржи. Там спустя минут 7 после нанесения именно. То есть, если сейчас уже у меня прошло минуты 4, то еще через минуты 3-4 можно наносить на нее следующий слой. И у них будет химическая адгезия. То есть, они друг к другу прилипнут. Без всяких наждачек. Схема рабочая. Можно делать. Вообще, шпатля, на нее можно наносить следующий слой. И через час, в принципе, можно нанести следующий слой, и ничего с ними не будет. Адгезия между ними будет, без никаких проблем, ничего у вас не отвалится. Ничего обезжиривать не надо, вот все вот так, как оно есть. Оно у нас готово к следующему слою. Так, порция готова. Теперь я буду накидывать, опять же, наверное, такой тоненький слой. И все это там в 2, 3, 4 слоя. Попробую нагнать ту толщину, которая мне, собственно, будет и нужна. Ну и такая же история. Опять берем шпатель, прошло у нас минутки 4, пока я шпателя помыл. Опять подрезаем все эти косяки, все эти нахлесты, чтобы потом их не спиливать. Тут получается система такая. Чем аккуратнее вы зашпатлюете, тем меньше вам приходится тереть. Правильно? Правильно. Так, все шпателем я подрезал, подбил. Теперь что я буду делать? Оставлю все это сохнуть минут на 40, пусть оно хорошенько просохнет. В это время пойду заниматься той другой стороной, там показывать нечего, поэтому там снимать ничего не буду. Через минут 40, где-то через час, наверное, приду опять на эту сторону.
вкину опять без всяких там перетирок, без всяких наждачек, на типа мокрый по мокрому, еще вкину слой зеленки. И потом, наверное, еще слой универсалки. В принципе, я тут уже посмотрел, как бы высоту, высоту арки с дверью мы как бы более-менее сравняли. Поэтому, думаю, да, еще слой зеленки сюда пойдет. Аккуратненький, тоненький слой, чтобы подзабить все вот эти вот такие косяки. И слой универсалки. И потом только уже будем ее тереть, а там будет видно. Что дальше у нас будет по программе. Так, 40 минут прошло, эта вся движуха у нас хорошо высохла. С другой стороны арку я вкинул тоже 2 слоя такой зеленой шпатли. Возвращаемся сюда. Еще один слой зеленки все-таки надо будет. Я вот думал, надо, не надо. Короче, надо, потому что такие жесткие прям косяки при шпатлевании есть. Поэтому я и наношу еще один тоненький слой зеленки. Подтачиваю все сопли шпателем. И дальше добьем уже универсалкой. Так что все, тонкий слой зеленки, показывать его не буду, как бы смысл тут, опять же, вдавливаем его. Ну, собственно, вот и все, как бы ничего новенького для вас нет, я уже это все рассказал. Вторичная шпатлевка, ее, в принципе, как бы она и вторичная, и финишная, как бы ей можно и закончить все под грунт. Шпатлевка универсальная. Якобы, типа она может быть как и первичная, но по факту херня все. Если вы ее нанесете на какую-нибудь трещину, вот как у меня было, то там она треснет. Шпатлевка просядет, треснет, и как бы надо будет все переделать. Поэтому зеленка — это первичная шпатель. Выглядит она вот так. Она идет, получается, без волосни. Как бы просто смола и наполнитель, там какой-то порошок, я так понимаю, или что. Опять же, все вымешиваем, потом только наносим. Первый слой универсалки накидываем тоненьким слоем. Значит, смотрите, в чем причина, почему тонким слоем мы не наваливаем сразу. Потому что первая шпатля у нас лежит неровно. Да? Если тут у нас ровненькая поверхность, гладкая, так скажем, да, то тут у нас ни хрена она неровная, вся буграми. Поэтому первый слой мы его вбиваем, так скажем, в эти все неровности. Высыхаем. Он высыхает, и потом уже накидываем нормальный слой. Первый слой вот как бы я подзакидал, выровнял неровности первой зеленой шпатлевки, первичной. Теперь вся эта движуха подсохла, я уже шпателем все подбил. Сейчас разводим, и уже наполняющий нормальный слой. Ну и вот так примерно выглядит второй слой. Трохи толщину дали, да и хорош как бы рассказывать, показывать. Тут особо нечего, все будет видно тогда, когда будем затирать. Затирать мы это все будем завтра, потому что тут у меня получается 3 вроде слоя зеленки и, ну так, 1,5 слоя этой универсалки. Слой как бы такой не особо маленький, поэтому пусть оно все просохнет. Сейчас это все начинать затирать, это бред собачий, потому что сейчас 9 вечера, и я уже все равно не успею отгрунтовать. Пришел я на следующий день, значит, все у нас 100% высохло, начинаем затирать. Момент, сразу скажу, такой по затирке есть почти у всех шпатлевок, кроме, наверное, премиум классов, и то, наверное, там не у всех премиум классов такая фишка, короче. Когда шпатля застывает, засыхает полностью, все растворители из нее испаряются, и на поверхности она как будто как смолу выделяет. И вот этот самый-самый верхний слой шпатли, он очень сильно забивает наждак. Поэтому, если у вас есть какая-то убитая наждачка, то первый слой просто подсбить, ну не слой, а просто как бы подсбить немного. Лучше берите убитую наждачку, подсбиваем и потом уже берем нормальную, и тогда затираем все полностью. Значит, по затирке у нас тут получается 2 плоскости. Плоскость 1 и вот этот кантик, вот типа вот такого, он вот так идет. Это 2. Понятное дело, я когда все зачищал, теперь у нас ни одной плоскости, ни одной, ни второй. Я всегда отдельно тру. Вначале одну плоскость вывел, она готовая, перехожу на вторую плоскость. Как бы нехер соваться на второе, если вы еще не сделали первое. Блин, вот арка — это самая, на самом деле, тяжелая штука по поводу шпатлевания, по поводу затирания, потому что их очень тяжело выводить. Если у вас не набита рука, и если как бы в этом не особо этим часто занимаетесь, то это реально геморройка, особенно по вот этому вот канту. Но с другой стороны, в чем простота? Простота в том, что круглое кривым не бывает. И если у вас вот этот вот загиб, который вот туда вот вниз уходит, он будет какой-то вот такой типа как угловатый, то хер бы с ним, вы никогда это не заметите, со стороны это вообще не видно. Это плюс. Значит, самая тяжелая штука — это вывести вот этот кантик. Так как у нас нет канта, что нам надо сделать? Нам нужно его нарисовать. Так, значит, мы берем маркер, упираемся там пальцем или чем-нибудь, как бы как вам удобно на самом деле. Выставляемся примерно маркер, вводим туда-сюда, примеряемся. Все, вроде как бы маркер у нас ходит относительно нашего канта ровно. Потом мы просто маркер прикладываем и рисуем наш кант. Но это можно сделать при случае, когда у вас здесь гладко. Соткой на машинке я взбиваю верхнюю часть, вот эту липкую. Потом я сделаю вот это, все зачешу, затру, чтобы оно было более-менее гладенькое, более-менее ровненькое.
И тогда только можно будет нарисовать кант, и там же будем плясать. Машинкой пробежался, здесь гладенько, закругление потом будем в конце делать. Взяли маркер, прицелились. Сейчас оно хотя бы водится нормально. И так как у вас здесь ровно, соответственно, вы линию тут ровную проведете. Если у вас вы ведете, например, у вас тут какой-то горб такой, соответственно, вы ведете маркером, потом у вас горб, ну и как бы ровного канта вы никогда не нарисуете. Примерно вот такая вот ситуация, значит, у нас происходит. Что нам нужно сделать? Давайте-ка мы, наверное, стрельнем глазом, посмотрим, что у нас тут происходит. А происходит у нас такой момент, что низ этого канта, он, получается, кант у нас пока вот такой. Соответственно, угол этот мы сделать не сможем. Не усердствуйте наждачкой, ребят. Если вы перетрете, восстановить назад толщину придется опять шпатлеванием. А это все время, это все расход материала, соответственно, лишние затраты по времени, по бабкам и так далее. Начинаем мы всегда затирать с грубой наждачки, потому что грубая наждачка, она работает как рубанок, и она нам вырубывает форму. Она нам делает именно форму. У нас тут формы никакой нет, понятное дело, поэтому нам нужно вначале выбить плоскости. Что значит выбить плоскости? Это сделать, выбить плоскости. Сделать вот эту плоскость, чтобы она у нас хотя бы была, и сделать вот эту плоскость, чтобы она у нас была. Оттуда мы уже можем дальше плясать. Если опять придется шпатлевать, у нас хотя бы есть к чему шпатлеваться. Да? Есть ориентир. От вот этого до нашей и идеальной поверхности у нас получается 100%. Грубой наждачкой мы вбиваем процентов на 80. И оставляем 20% для того, чтобы перейти на более мелкий наждак. Чтобы как раз подойти к грунту. Если вы начинаете там с 80-ки, сотки, это по сути как бы не важно. Я делаю так всегда. 80-ка либо сотка, потом 150-ка, потом 240. Грубым наждаком, соткой, вручную. Обязательно вручную. На машинке вы никогда плоскость не сделаете. Вот такую вот штукенцию. Сотку. Сотка. Сотка. Блять, кофе разлил. Ручкой выбиваете плоскость. На 80% вытерли. Не старайтесь убрать все вот это вот полностью. Если у вас оно не выбивается, значит, вероятнее всего, там у вас яма и надо будет дошпатлевывать. Если вы вычухаете вот эти вот все неровности, вмятины шпатлевки, потом может оказаться, что вы наделали в итоге вот такую вот яму, и надо ее будет затягивать опять шпателем. Так как я и говорил, да, у нас получается нижняя часть навалена больше, чем верхняя, поэтому я вначале постараюсь подснять именно нижнюю часть и контролируйте еще всегда рукой. Если у вас есть проявочный порошок, это вообще замечательно. Если у вас нет проявочного порошка, контролируйте рукой. Чем быстрее вы вводите, тем лучше вы чувствуете неровность. И, ребят, тоже маску юзайте, потому что если вы надышитесь этой херни, она в легких оседает, и вы ее никогда потом не выклюете. Так, с этой, в принципе, как бы более-менее, но надо будет еще верх канта, грубо говоря, наполовину. Верхнюю часть надо будет ее поднимать сюда, то есть чтобы у нас получился вот этот вот угол. Вот этот. Низ выводить уже особо его некуда, точнее тереть. Тереть его некуда, потому что у меня уже тут пробился металл. Если у вас где-то пробился металл, все, смысл тереть пропадает полностью, потому что металл вы не сотрете. Вы будете тереть вокруг шпатлевку, а металл, вы ничего не сделаете, по итогу у вас тут будет шишка. И вокруг надо будет все наращивать. Так что я сейчас ухожу на верхнюю плоскость, а там, посмотрим, что как пойдет. Вы можете прильнуть вот так вот вдоль кузова, чтобы вам смотреть, чтобы вы могли примерно понять, что вам нужно сделать. Вот тут еще подотру, и надо будет нашпатлевывать еще раз. Жалко, что за одну затирку у нас, получается, ни хера не выведется. Ну да и ладно, ничего страшного. Вот эта вот часть вроде как бы более-менее у нас что-то выплясывает хорошо. По поводу вот этого, тут, конечно, вот эта вот яма, примерно вот такая получается. Соответственно, верх канта, вон туда заваленный. Надо все это дело поднимать. Есть фишечка, как шпатлевать арки. Шпатлевание также проводится в две плоскости. Отдельно одна плоскость шпатлюется, отдельно другая плоскость шпатлюется. Если вы будете, вот как я вчера, да, шпатлевал за один раз, я как бы пытался там шпателем ввести вначале вот так, и потом его вниз. Но по итогу ни хера не выходит. Две плоскости сразу же шпатлевать за один заход, эта тема не рабочая. Так. Ну и все, да, смотрите, сейчас затираю 150-кой, перебиваю риску от сотки, обезжириваюсь, провожу еще раз кант, чтобы он мне был явно виден хорошо, и покажу, как шпатлюются арки, вот именно вот этот вот уголок, чтобы нам его заранее нашпатлевать. То есть мы шпатлевкой сразу же делаем плоскости, а затиркой уже их просто как бы выравниваем. 150-кой перебито,
обезжирено, заново кант нарисован. Теперь, как мы будем шпатлевать отдельно плоскости? То есть нам нужно нарастить в этой плоскости, вот именно над кантом, да, вот в этой плоскости над кантом нам нужно все сюда поднять. Также в плоскости канта нам нужно поднять именно верхнюю часть сюда. Значит, как это будем мы делать? Берем малярочку. Я примерно делаю, так как у нас получается от маркера полоска такая довольно широкая, я делаю посередине линии. Есть. И таких, не знаю, там слоев может 7. Что-то типа того. Так, давайте взглянем на эту всю красоту. Вот. У нас есть определенная толщина, как бы так скажем, искусственно нарощенного канта. Теперь мы будем шпатлевать верхнюю часть. Нашпатлевываем. И у нас получается шпатля чутка будет давать толщину. При этом мы не трогаем эту плоскость. То есть как бы мы ее отбили. И когда будем шпатлеваться, у нас получится такая ступенечка. Затем мы шпатлянемся, оно чутка подсохнет, чтобы она как бы не совсем жидкая была, то есть не сразу будем срывать. Оно подсохнет, ну я там шпателя помою, срываю вот эту балду, ждем, чтобы она нормально прям так подсохла, ну так минут 10 пусть. Так, ну вот примерно что-то типа того получается, значит у нас нарастили плоскость, можно уже, наверное, попробовать сорвать. Главное, чтобы она не потянулась. А нет, нормально. О! Вот такая вот движуха у нас получается. Ляп. Теперь можно подбить вот здесь шпательком, вот так, подрезать. Подождать еще минут 5, пока оно посохнет. Наклеиваем точно такую же полоску, только уже на эту часть. И шпатлюем сам кант. Как бы по идее я должен был сразу так сделать, но мне не от чего было отталкиваться, потому что, ну, у меня вообще как бы не было ни одной, ни второй. Сейчас у меня хоть, ну, я как бы вчера нашпатлевал, сегодня вот что-то тут попробовали мы с вами чуть-чуть потереть. Я надеялся на то, что оно все вытрется с первого раза, но вариант не прокатил. Зато хотя бы мы как бы более-менее, хоть отдаленно где-то там, примерненько плоскости мы выставили. Ну и примерно следующим образом это все выглядит. Тут, блядь, что-то я, короче, чуть-чуть заморозил, она уже начала сворачиваться, я это не заметил, ну и, короче, получилось как бы так не особо красивенько. Тут как бы вроде бы нормас, а здесь, ну ладно, это все подточится. Я думаю, у нас все получится. Так, ну и если сейчас смотреть сбоку, то у нас четко отслеживается одна плоскость и четко отслеживается вторая плоскость. Таким макаром, отбивая скотчем и шпатлюя за 2 захода каждую плоскость отдельно, можно делать арки. Ну, как бы, в принципе, мне кажется, это единственный способ, которым ты 100% сделаешь хорошо. И остается у нас затирка. Все это дело аккуратненько надо будет затереть. Так же, как и в предыдущий раз, будем затирать отдельно эту плоскость, отдельно эту плоскость. Вот здесь я, короче, думаю, просто забахать машинкой, все вот это вот подслезать. Пусть вот эта форма у меня будет не плоская, как бы, а чуть-чуть вот такая. Ничего страшного, этого видно не будет. Мы отсюда потом красивенько выйдем уже в этот кант. Нам сейчас главное не переусердствовать на самой затирке. Мы держим плоскость. Если вы клоцик будете вот так вот туда-сюда гнуть, ну, соответственно, как бы плоскость эта у вас потеряется. Вы натрете херню и придется шпатлевать опять. Предварительно я сейчас возьму сотку на машинке, пробегусь опять, подсобью это все с большего, убрать вот эту жесткую такую ступеньку, поубирать все эти косяки, и потом уже будем тереть по плоскостям. Так, как тереть по плоскостям? Блин, не знаю, ну, как бы пока вы не сотрете километры наждачки и не вышпатлюете тонну этой шпатлевки, ни хрена вы не поймете, поэтому как бы это все приходит на опыте. Но скажу сразу, что здесь я буду опять вытирать низ, чтобы у меня выровнять именно вот этот наклон, чтобы у меня кант был не вот такой, вот эта плоскость, чтобы она у меня была не такая, потому что чем больше вот этот угол, тем, соответственно, этого угла у меня нет, потому что оно сливается все в одну плоскость. Более-менее как бы ее сделаю, вот эту плоскость, потом уже перейду сюда. Ну и так по чуть-чуть как бы. Начнем с этой, потом перейдем сюда, тут вышкурим, потом опять сюда, ну и так по чуть-чуть. Главное не перетереть, чтобы опять потом не шпатлевать, не тратить время и не заниматься этой мозгодрочкой. Так, ну и короче, что я, значит, намутил. Решил я не париться, тут рукой уже ничего не бить, потому что, в принципе, плоскости есть, поэтому что я сделал? Я взял машинку и этой соткой все просто тут зачухал. Более-менее вроде как норм. Пробежался эту плоскость, потом поставил машинку сюда, пробежался эту плоскость, опять эту, и вот так по очереди, ну и что-то более-менее такое как бы у нас тут выскочило. Значит, остаются такие вот косячки маленькие, но это посмотрим. Тут как бы сейчас это с большего такой мы жесткой наждачкой, извиняюсь, уведомления, только жесткой наждачкой пробежались, поэтому... Что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно посмотреть, нормально ли у нас кант, везде, никуда ли он не поплыл. Опять же, для этого берем маркер, очерчиваемся по канту.
И, соответственно, смотрим, никуда ли у нас он не убежал. Так, что мы, значит, видим? Видим, что закругление наше идет ниже этой линии. Значит, кант у нас ушел, короче, вот этот вот уголок, который должен быть, он у нас убежал ниже. Что мы можем сделать? На данном этапе мы еще можем это все дело поправить. Берем машиночку, сатыгу на нее и проходимся вот эту плоскость. Мы ее трем. Она у нас становится, ну, как бы типа углубляется туда внутрь, соответственно, этот угол поднимается, и по идее все должно быть огонь. Чтобы нам поднять вверх, как бы тут по низу у меня уже металл проступил. Вот здесь. Соответственно, если я буду тереть полностью всю плоскость, я натру здесь яму. Поэтому стараюсь я только как бы верхнюю часть подбрить, то есть чтобы у меня низ остался на таком же уровне, только подбрить верхнюю часть, чтобы она туда утопилась. Ну вот и все, собственно-то, дело в шляпе. Все окей. Как проявить, чтобы вы реально поняли, ровненько у вас идет этот кант или нет? Блин, никак. Вы грунтанетесь, и когда грунт будет мокрый, свежий, только тогда вы сможете посмотреть. Значит, у нас остается вот это вот место. Да, видно, да? Вот это место. И вот здесь. Нам нужно перебить риску на более мелкую, потому что на такую, на сотку грунтовать нельзя, ибо грунт у вас просядет в эту риску, и это херня, собственно говоря. Даже шпатлюем мы на сотку, шпатлевать это как бы, ну, такое себе, лучше на 150-ку, а универсальную шпатлю лучше шпатлевать вообще как бы в идеале на 180. Вот здесь риска у меня идет от бруска, тут я тер вручную, и она намного грубее, нежели от машинки. Так что получается такая фишка, что машинка, она трет не так сильно, потому что у нее такой барашек, и как бы риска, получается, сама себя тут же перебивает. Тут у нас направленная риска, она глубокая, прям вот такая вот идет, а здесь она идет как бы поменьше. Если так примерно сравнивать, сотка ручная и сотка на машинке, то сотка на машинке это там примерно там 150, наверное, примерно где-то так будет. На это нам грунтовать нельзя, соответственно, нам нужно сделать все меньше. Грунт будет у нас под перетирку в любом случае, потому что шпатлевку всегда нужно перетирать, ибо грунт мы кидаем, грунт будет впитываться. Но это про грунт будет отдельное кино, сейчас не об этом. Сейчас мы только до конца доготовим до грунта, и на этом кино закончится. Значит, что нам нужно сделать? 180-ка на машинке, это идеалити будет под грунт. Если вы трете вручную, вот допустим, вот здесь мне надо будет тереть вручную, да, потому что тут я машинкой особо не подлезу. Вручную можно кидать на 240. 320 это уже тоже, мне кажется, за слишком. Это как бы лишнее время тратить, ну его нахер. Поэтому на 240, если вы трете вручную, будь то брусок или просто вы там ручкой взяли вот так наждачку и вот так потерли. На 240. Если у вас машинка, 180-ка будет самое то, так как у нас машинка трет не так зло, как рука. Так, по поводу того, как перебивать риску, вообще очень круто, если у вас будет проявочная пудра, вы этой пудрой тут все намазали, она у вас в риску туда от наждачки проникает, и вы спокойно видите, где вы уже перетерли, где у вас уже 180-я риска, где у вас еще надо дотереть, чтобы полностью перебить сотку. Смотрите, вот это вот у нас получается линия того, как я тер соткой. Соответственно, 180-кой мне нужно взять больше. Где у нас тоже какие-то там мелкие неровности идут, перепады, вот как здесь, да, вот как бы прям видно, что оно ни хрена не ровное. В такие моменты все можно выровнять будет на грунте. Значит, я возьму 240-ю, все вот эти моменты подотру, оно более-менее где-то выровняется, соответственно, у нас по-любому откроется металл, в любом случае, как бы мы этого не крутили, не хотели. Вот здесь металл, пооткрывался металл где-то местами, ничего страшного. 180-ка на машинке покатили. Так, все, на нас сойдет. Ну и вот мы сразу видим перепады, какие есть. Я их затру до, ну как бы, чтобы оно выровнялось, да и все. А там потом мы загрунтуемся, и все будет четко. Так, 180 тут пройдено, 240 вручную, разглажены все такие вот неровности. Значит, теперь остается у нас грунт. Грунтовать мы будем примерно, наверное, где-то вот так, даже больше, вот так. Это будет у нас лежать грунт, окраситься, наверное, тут уже будет полностью крыло, переход где-то тут по стойке. Нужно закруглить вот эти вот уголочки все полностью, все подзакруглили. Вот тут у меня закончилось сейчас 180, тут мне ничего выравнивать не надо, но грунт у меня будет тут лежать. Значит, я сделаю так, 320 на машинку, разработаю все дальше, чтобы потом с 320 вы можете разработать себе хоть вот так, на самом деле. Просто потом с 320 мы можем спокойно уйти на более мелкие наждачки, для того, чтобы уже готовить их в открас. То есть я сделаю так. Вот где-то вот так. Я заваливаю все в 320 на машинке. Грунтую
вот по сих пор. То есть грунт у меня лежит здесь, и тут еще такая зона будет 320 на машинке. Потом, когда мы будем затирать грунт, начинаем там, допустим, 240 и так далее, и так далее, и так далее. И потом дошли до 320 на машинке. И потом уже все вместе полностью готовим на 400, на 500. И там как вам надо, так уже и красим. На какую риску будете красить, на такую и красим. То есть 320 мы все прилегающие зоны полностью вот здесь. Все будем сейчас вот эту вот полностью тоже всю площадку. 320 на машинке сейчас раздрочим это все. И можно будет грунтовать. Также нам нужно снять дверь, потому что надо будет здесь вкинуть грунт. А, еще обязательно закрываем дверь, смотрим, что у нас, что мы вообще тут хоть нашпатлевали. Ну, вообще, как бы это надо делать с периодичностью. Затерли, посмотрели, все нормально. Если не нормально, нужно еще накинуть. Если там мало, нужно еще накинуть. Если много, стираем в уровень с дверью. Ну, вот как бы такая вот система. У меня тут, в принципе, все нормас. Поэтому обязательно смотрим вот здесь моменты. Дверь-то вообще не обращайте внимания, как бы этой двери на самом деле, смерть. Ей пришла смерть. Я уже несколько раз тут делал. Все вот и когда канты идут, это все до сраки. Как бы вы ни делали, уже ничего это как бы не спасти. Так что я просто вообще поезжу, наверное, пару лет с этой дверью, да и выкину ее на мусорку. Куплю другую, покрашу и не буду париться. Смотрите, чтобы у вас дверь нигде не терла, нигде не упиралась. Все, снимаю дверь, раздрачиваюсь в 320. Ну и все, наверное, на этом можно заканчивать кино по шпатлевке. Мы сделали шпатлевку от и до грунта. Все полностью шпатлевочные работы довели до грунта. Все, наверное, на этом я буду заканчивать киноленту. Ну, с той стороны, как бы, ситуация ровным счетом такая же. Полностью готовы в грунт. Ну все, до скорых встреч. Следующее кино, по идее, должно быть по акриловому грунту. Там по акриловому грунту будем уже с вами двигаться дальше и подойдем к покраске. Так что все, товарищи. Живи Беларусь!